Добрый день, уважаемые белорусы! С вами подполковник Азаров. В прошлом сотрудник МВД, а теперь представитель Байпол. Оставшийся верным присяге белорусскому народу и вставший на его защиту после захвата власти в стране гражданином Лукашенко. Сегодня мы продолжим раскрывать агентуру диктаторского режима, занимающуюся сбором разведданных в отношении лидеров демократической Беларуси, находящихся на территории иностранных государств, в том числе для их возможного физического устранения. Наверное, вы уже в курсе, что у нас для вас сегодня особая информация. Как вы уже могли слышать от Артема на канале «Реальная Беларусь», этот выпуск важен для всех белорусов, находящихся сейчас в Польше. В предыдущем расследовании мы рассказывали о кадровых сотрудниках ГРУ, которые после выполнения аналогичного разведзадания в Польше, а точнее его провала, были сняты с теплых должностей и отправлены в войска, в которых когда-то начинали свою службу. Ну а теперь настало время рассказать о другого сорта агентах, работающих уже на МВД. Одним из них является Быстров Вячеслав. В Телеграме использует ник Слава Волк. В последнее время данный гражданин пытается втереться в доверие белорусской диаспоре в Варшаве. С момента приезда в Польшу он активно посещает белорусские акции, фотографируется с их участниками. Вот посмотрите, тут Быстров взял на акцию 3 детей из лагеря для беженцев, а тут фотографируется с беженцами из африканских государств. Здесь он делает покупки в магазине, затем стоит в очереди в администрации по делам иностранцев. Так кто же этот улыбающийся гражданин, выдающий себя за потерпевшего от режима Лукашенко? Чем на самом деле он занимается в Беларуси? И действительно ли пострадал за свою гражданскую и политическую позицию? Давайте разбираться. При поступлении в лагерь, действуя в соответствии с разработанной легендой, Быстров заявил: «С начала 2000-х я уже со своими друзьями активно выступал против режима Лукашенко и силовиков, за что многие мои друзья и сверстники поплатились жизнями. И спустя длительное время мне чудом удалось покинуть, точнее сбежать от режима Лукашенко». А что говорят нам факты? Быстров 6 раз судим за имущественные преступления, кражи и грабежи. Первый срок получил в далеком 92-м году. С тех пор на волю выходил на непродолжительный срок и вскоре возвращался обратно в места лишения свободы, где позже и заключил контракт о сотрудничестве на платной основе с сотрудниками оперативного отдела СИЗО-1 города Минска, так называемой «Володарки». На протяжении последних 5 лет Быстров уже не этапировался в исправительное учреждение, а оставался в СИЗО, где занимался внутрикамерной разработкой заключенных под стражу. А как это происходит в диктаторской Беларуси, вряд ли стоит объяснять. За свой, в прямом смысле, ударный труд заключенный Быстров неоднократно поощрялся премиями и по праву являлся лучшим агентом СИЗО-1. Но это еще не все. Агент Быстров плотно работает с самым позорным и мерзким подразделением МВД Беларуси, 3-м управлением ГУБОПИК, по противодействию экстремизму, даже сотрудники которого сами себя называют гестаповцами. Начальник данного управления Михаил Бедункевич, известный в узких кругах как Миша Рыжий, лично посещал агента Быстрова и давал ему указания на разработку арестованных
в том числе и по политическим статьям. Прошедшим застенки Минского СИЗО-1 советуем внимательно всмотреться в лицо Быстрова. Возможно, в нем вы узнаете того, кто применял к вам пытки в камере и принуждал писать явку с повинной. Позволим себе небольшое отступление, чтобы пролить свет и на личность самого Бедункевича, о котором широкой общественности известно немного. Уроженец деревни Красный Лес Кличевского района Могилевской области, проживавший в Осиповичах, в 1998 году по окончанию факультета по подготовке сотрудников исправительно-трудовых учреждений и спецкомендатур Академии МВД Бедункевич по распределению попадает на службу в ИК-2 города Бобруйска, затем в спецкомендатуру города Осиповичи, а в 2000 году в Минское РУВД, где получил должность оперуполномоченного отделения нравов и незаконного оборота наркотиков. А уже в 2008-м, внимание, в свои 30 лет становится заместителем начальника Главного управления, начальником 3-го управления ГУБОПИК МВД. И как вы думаете, в чем секрет такого ошеломляющего карьерного роста простого деревенского парня Миши Бедункевича? Правильно! И об этом мы уже не раз упоминали в наших видео. Он удачно женился на племяннице генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Данько, который как раз и возглавлял Академию МВД в период учебы будущего гестаповца, а до 1995 года являлся министром внутренних дел. Благодаря процветающему в МВД кумовству и становятся начальничками в так называемых правоохранительных органах. Байпол гарантирует, что в Новой Беларуси этот пережиток диктатуры будет также уничтожен, и сотрудники будут назначаться на должности исключительно по заслугам и согласно уровню их профессионализма. Видимо, не зря фамилия Бедункевича отсылает нас к слову «беда». Если на роду написано быть в эпицентре проблем, склок, скандалов и прочей грязи, то даже кумовство не поможет. Чего стоит история сбежавшего в 2017 году в Румынию подчиненного Бедункевичу сотрудника Станислава Якименко, подозреваемого в краже изъятых в ходе обыска почти 270 тысяч долларов США прямо из служебного сейфа. Про связь обоих, о которой знает лишь узкий круг доверенных лиц, но никак не следственные органы, мы вам также расскажем. Якименко и Бедункевич – земляки, проживали и работали в Осиповичах. Оба окончили один и тот же факультет Академии МВД и поддерживали дружеские отношения. Более того, дружили с семьями, ходили на дни рождения, крестины, новоселья, благодаря чему в 2011 году Бедункевич забирает Якименко в 3-е управление ГУБОПИК. Но вот происходит кража денег прямо из служебного сейфа. Более $250 000. И как же поступает начальник и друг главного и единственного подозреваемого в хищении? Конечно же, начинает искать крайнего. И одновременно Бедункевич, чтобы замести следы дружбы со своим протеже, уговаривает Следственный комитет поручить проведение оперативно-розыскных мероприятий по поиску Якименко и похищенных денег именно ему. Как такое может быть, спросите вы, что проверку проводит то подразделение, в котором совершено преступление? Конечно же, это нонсенс. Ну да ладно. Дальше еще интереснее. При обыске у подозреваемого были изъяты и уничтожены все следы его дружбы с Бедункевичем, в том числе и совместные фотографии. Вызываемые в рамках дела свидетели говорили о близких отношениях фигурантов, но эти слова в протоколах не отображались. Да это и понятно, ведь перед допросом у следователя сотрудникам управления было сказано: «Я все узнаю, что вы скажете на допросе, имейте в виду». Других же,
кто также знал о дружбе Бедункевича и Якименко, и вовсе не допрашивали. А сам начальник 3-го управления Губопик, в отличие от своих подчиненных, даже не был вызван на полиграф. Вот такая у нас избирательная правоохранительная система. Если очень нужно, можно и закрыть глаза на важные факты. И тут возникает интересный вопрос. Как человек, которого Миша считал своим другом, мог так с ним поступить? Ответ один. Все дело в скотском отношении Бедункевича к людям, в результате которого начальника 3-го управления ненавидит весь личный состав, в том числе и Якименко. Ну а теперь самое время вернуться к агенту Быстрову. Хотя, казалось бы, он-то какое имеет отношение к этим горе-друзьям? А вы знаете, имеет. Ведь именно Быстров, выйдя в том же 2017 году на свободу, по заданию Николая Карпенкова лично готовился Бедункевичем для заброски в Румынию, где на тот момент проживал Якименко, для физической ликвидации последнего. Спецоперация провалилась лишь благодаря сказочной тупости горе-убийцы. Во время оформления документов для получения шенгенской визы Быстров совершил очередное преступление и вновь оказался в местах лишения свободы. Хотя кто знает, может, это спланированный Бедункевичем срыв операции по сокрытию фактов своей причастности. После освобождения в 2019 году Быстров вновь понадобился для разработки политических заключенных. В сентябре 2020 года он формально совершает очередное преступление – грабеж. Отобрал у гражданина бутылку водки и снова помещается, но уже в ИВС, так называемая Крестина, где занимается своей грязной работой. По истечении 2 месяцев уголовное дело благополучно прекращено за отсутствием состава преступления, и Быстров получает старое задание, но уже с новыми целями – физическая ликвидация лидеров Байпол, а также политика Павла Латушко. Уже в начале декабря 2021 года Быстров по рабочей визе забрасывается в Польшу, где, согласно легенде, обращается за статусом беженца и попадает в лагерь для беженцев под Варшавой. Ему выдают такой документ. После этого Быстров активно вступает в местные белорусские чаты, посещает различные мероприятия, организованные диаспорой, заводит знакомства. Кроме физической ликвидации лидеров сопротивления, агенту дано задание на сбор разведданных. Демонстрируем типичные вопросы, содержащиеся в агентурном задании такого рода. Устанавливать граждан Республики Беларусь, проживающих за границей, их номера телефонов, транспортных средств, адреса жительства и работы. Устанавливать их отношение к БЧБ, разговоры записывать на диктофон. Устанавливать тех, кто участвовал в протестах, получать фото и видеоматериалы, это подтверждающие. Выявлять тех, у кого БЧБ-символика на одежде, телефоне, автомобиле. Если родственники в Беларуси, участвовавшие в протестах. Каким образом приезжает в Беларусь? На автомобиле, поезде, самолетом, маршруткой. С кем в Беларуси поддерживают отношения? На сегодня преступная деятельность Вячеслава Быстрова раскрыта. Им занимаются польские спецслужбы, имеющие, кстати, на агента Губопик свои планы. Мы же обращаемся к белорусам Варшавы, которым Быстров набился в друзья и втерся в доверие. Прекратите с ним всяческое общение, не оказывайте ему помощь, удалите его из своих чатов. Помните, именно Вячеслав Быстров пытал в СИЗО и ИВС наших соратников, принуждая их писать явки с повинной. А сейчас я хочу лично обратиться к Бедункевичу. Миша, я знаю, ты меня смотришь. Знай, что я всегда на шаг впереди тебя. Ты постоянно говорил, что нет такого дела, которое бы не реализовал Азаров. Так вот, Миша, настало время реализовать тебя. Байпол напоминает, все без исключения агенты режима Лукашенко, выехавшие за пределы Беларуси, нам известны
и отслеживаются с момента пересечения белорусской границы. Если вы не хотите провести остаток своей жизни в местах лишения свободы за шпионаж и другие тяжкие преступления, а наоборот, хотите служить новой демократической Беларуси, обращайтесь в Байпол, пишите явки с повинной. Ваш опыт нам еще пригодится. Также мы обращаемся ко всем сотрудникам силовых структур, не заморавшим себя преступлениями против собственного народа. К тем, кто хочет жить в демократическом и процветающем государстве, выполнять только законные приказы, гордиться своей службой, быть уважаемым членом общества, получать достойную зарплату наравне с коллегами из развитых стран, служить собственному народу, вступайте в ряды плана Перемога и действуйте в соответствии с полученным мобилизационным предписанием. Вместе мы вернем в страну закон и правопорядок. Живи Беларусь!